Всем привет! Сегодня хочу вам показать узор бантик. Я его так назвала, потому что мне кажется, что он похож очень на бантик. Выкладывала уже в Инстаграм, в Рилсы, но там достаточно быстро, а здесь все медленно и понятно будет. Смотрите, нам потребуется, вот у меня два боковых отрезка, это хлопковый шпагат, а в центре вязаный шнур обычный, да, хлопковый тоже. Но это не обязательно так должно быть, можно любые сочетания выбирать и веревок, и цветов в том числе. Вот сейчас мы две нити центральные заводим. Сначала на них делали квадратный узелок, сейчас заводим их по бокам. И опять потом делать будем квадратный узел. И я вот убираю боковые нити, чтобы не запутаться. Ну и так очень удобно получается на самом деле. Так что рекомендую его плести именно вот так же, как и я. Еще я подумала на тему того, где его можно применить. Например, да, я в комментариях с радостью бы почитала, где бы вы его, возможно, применили, если он вам понравился. Вот, но мне кажется, что это точно так же панно, да, можно какие-то оплетать. Вот я всегда говорю с боков, например, да, ну то есть у панно всегда есть какая-то центральная часть, и с боков как бы идет плетение. И вот этот вот узор, наш бантик, он тоже может идти с боков и потом к середине сходиться, да, и потом уходить в какой-либо другой узор. То есть мне кажется, что уже всякие репсовые диагонали, это уже нужно проходить, вот, и пытаться как-то разнообразить панно или кашпо точно так же. Просто я на самом деле вот эти узоры сохраняю в надежде на то, что я начну плести и панно, и кашпо, а у меня это так редко выходит, просто капец. И я такая, ну, я вот сниму, оставлю у себя на канале, потом зато сразу посмотрю и вообще все придумаю, насочиняю. Ну и мне просто на самом деле нравится находить какие-то узоры и вот потом пытаться их воссоздать, либо видео с каких-то аккаунтов тоже в Инстаграме, либо на Ютубе, ну, там, с Запада или с Востока, наоборот. И я думаю, что вот нам тоже нужно, и поэтому выкладываю себя с небольшими пояснениями. Я тут сняла вот с таким цветом, да, то есть ванильный и оранжевый, и еще решила такое вот цветовое сочетание обыграть. Это у меня хлопковый шпагат тоже фиолетовый и желтый шнур. Вот. Просто мне кажется, что тут в сочетаниях вообще все. Дело решается в сочетаниях. Вот, конечно, очень интересно всегда посмотреть на то, что получается у вас, какие цвета вы применяете. Но надеюсь, что это видео было вам полезным, либо открыло для вас что-то новое, потому как это тоже у нас все макраме.
Ну вот такие вот узорчики у нас получились. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до встречи. Пока-пока.